But I want you to know something. Но я хочу, чтобы вы вот что знали. What happened in Khabarovsk yesterday, То, что вчера произошло в Хабаровске, in large part is the result в большей степени это результат of what has happened here in Vladivostok. того, что произошло здесь, во Владивостоке. See, things always have a starting point. Потому что у всякой вещи есть начало, есть момент, когда она начинается. And when things begin and things start and they begin to move, you oftentimes can Когда вещи начинаются, и они откуда-то отталкиваются, и начинается их движение. lose sight. It's easy to lose sight of where things began. И очень просто пропустить, не увидеть то, как это началось. You remember the early church started in Jerusalem. Вы помните, как началась первая церковь в Иерусалиме? But once Paul took the gospel to the Gentile world, it was almost as if Jerusalem lost its magnitude. Но как только Павел понес Евангелие по народам дальше, к язычникам, такое было ощущение, что Иерусалим как бы потерял свою силу. The church in Antioch and other places became Церковь в stronger Антиохии than и the в других church in местах Jerusalem. начала становиться сильнее, чем церковь в Иерусалиме. And eventually those churches in the Gentile world sent offerings to help the church in И в Jerusalem. конечном итоге даже церкви, которые были среди язычников, в Антиохии они посылали десятину на поддержку церкви в Иерусалиме. See, whenever you have the first of something, oftentimes they open the way for other things to happen. And when the other things happen, you can, if you're a part of the first, you can lose your direction. Что когда какие-то новые вещи начинаются, и они происходят из чего-то, из какого-то начала, и они начинают двигаться дальше, вы в этот момент, когда они уже совершаются, вы теряете видение того, куда это все движется, откуда это движение началось. Now, when we met in Khabarovsk, we really had two firsts meet together. Pardon? Yeah, okay. When we were in Khabarovsk, we had two firsts meet each other. Two first things. Когда мы встретились в Хабаровске, нам нужно было сделать две первые вещи. We had people from Vladivostok. У нас были люди с Владивостока. Part of what was happening in Khabarovsk began in Vladivostok. Частично то, что было в Хабаровске, это началось здесь, в Владивостоке. В начале это началось в Владивостоке. But in Khabarovsk, но в Хабаровске the first went to call out the first. That is, people who are first in the land. Первое начало вызывать в Хабаровске. Хабаровск начал вызывать первых людей. И это произошло там. Первые народы, коренные народы. One of the things that the Lord did in Khabarovsk Одна из вещей, которую Господь делал в Хабаровске, was to re-identify, to give His identity to those people that you saw on the screen. Это то, что Господь, Он давал новую природу, новую идентификацию тем народам, которых вы сейчас здесь видели. Because you know, what God considers important, oftentimes the world considers unimportant. Понимаете, дело в том, что то, что Бог считает важным, мир считает неважным. That's why these people вот почему эти люди have been known as the народы меньшинства. Вот поэтому эти народы называли меньшинства. Okay? Национальные меньшинства. Excuse my Russian grammar. Извините мою русскую грамматику. But they've been known as the minimal people. Но они были известны как люди малые, малочисленные. Much of the world operates by a democracy, and in democracy, it's the majority, it's the большинство that controls things. В большинстве стран мира все руководствуется, весь мир правится демократиями. А демократия — это всегда, когда правит большинство. Это когда большая часть общества рулит, руководит. But God rarely pays attention to the большинство. He rarely pays attention, gives significance to the majority. No, I'm talking. I said God rarely gives credit to the большинство. Но Бог, Он редко, когда обращает внимание на большинство. Okay, God pays attention to the меньшинство. Бог обращает внимание на меньшинство. But not just any меньшинство. Но не на любое меньшинство. Первый. На первое. Okay. God always pays attention
to the first. Потому что Бог всегда обращает внимание на первое. When he chose Israel, when he chose Когда Он избрал Израиль, Jews to be когда his Он избрал people, евреев быть своим народом, they became his first people. они стали Его первым коренным народом. Now, what's interesting about the first does not mean only people. Что интересно в отношении первого, что это не только относится к людям, See, к народу. that's what fuels things like the Holocaust. Это то, что придает, разжигает такие вещи в отношении Холокоста. Antichrist spirit, racism, is built on the idea that we're the only ones who are important. Потому что идеи расизма и антихриста, они построены на той идее, что только мы важные, и никто другой. When Jacob said that Когда Иаков сказал, Joseph was his first, когда Иаков сказал, что Иосиф был его как первенец, он его назвал, что это мой первенец. Joseph's brothers were jealous and they tried to kill him. Братья Иосифа, они позавидовали ему, и они хотели его убить. When God pointed out Israel as his first, И когда Бог поставил Израиль своим первенцем, первым, over history, people have been jealous of that position. и по всей истории мы можем видеть, что люди завидовали этой позиции. Многие народы этому завидовали. And ever since Israel became a nation in 1948, all those surrounding countries have made it their objective to push them into the sea. И с того самого момента, когда государство Израиль было образовано в 1948 году, то соседние нации вокруг, они использовали всякие возможности для того, чтобы выдавить Израиль в море обратно. But to God, first does not mean only. Но для Бога первый не значит единственный, только один. It means the first of many. Это значит первый из многих. Let me show you what I mean. Я сейчас вам поясню, что я имею в виду. It's like a fruit tree. Это как плодоносящее дерево. Have you ever gone out to a fruit tree and found the first fruit that comes out in a new harvest season? Вы когда-нибудь, у вас было так, чтобы дерево, которое приносит плоды, чтобы оно давало какой-то плод, первый плод в этот урожай? В этом году. Вы видели? Получали когда-нибудь первый урожай? От какого-нибудь дерева, которое приносит плоды? Yes. In my yard in Texas, at one point I had a fig tree. Однажды у меня в какой-то момент времени в саду в Техасе у меня росла смоковница. And the tree would be full of little green fruit that would begin to ripen. И там это дерево, на нем было очень много зеленых таких плодов, которые начинали созревать. And all of a sudden, you'd begin to watch the fruit to try to find the one that would be ripe first. И вы начинаете смотреть, какой же первый созреет. Вы ищете, какой же из них первый придет к зрелости. That's what I would do. I would watch the fruit Вот это то, every что бы я day. сделал. Я бы каждый день приходил и смотрел, когда же какой из них первый созреет. The problem in my yard was I knew there were some other creatures also watching that tree. Проблема с моим садом была в том, с моим двором была в том, что я знал, что там есть и другие существа, которые тоже за этим наблюдают. I have 3 squirrels that live over my yard in trees. У меня там в деревьях еще 3 белки жили. And every year when the figs would come out, they would start looking at the tree. И как только на этой смоковнице появлялись первые плоды, еще не зрелые, они тоже начинали наблюдать за ними. One year I went out. This was after the fruit had begun to come in. Но это в один год получилось так, что вот уже появились плоды, они начали появляться. And sitting right in the middle of the tree. И вот я вышел и сижу прямо перед деревом. Was a big fat squirrel eating my figs. You saw. I saw him. Yeah, he's just sitting there. Я вижу, как сидит большая толстая белка перед моим деревом и ест мои плоды. I knew after that I was in trouble. После этого я понял, что у меня проблемы. I also have some birds. И еще у меня есть птицы. You know, and birds eat fruit kind of like children eat vegetables. И знаете, птицы, они вообще едят так фрукты, плоды едят так, как дети едят овощи.
They never eat the whole piece of fruit. Они никогда не съедают весь плод. Just like children never eat all their vegetables. Точно так же, как и дети никогда не съедают полностью весь овощ. But what the birds do, they go down and poke at each piece of fruit. Они просто идут и каждый клюют каждый плод. Они просто переклевывают каждый плод. And so they ruin the fruit. И поэтому они портят плод. Well, you can see the first fruit, everyone pays attention to the first fruit. Понимаете, когда первые плоды приходят, все смотрят за ними, все обращают внимание, как же он будет дальше, как он разовьется. Not because it's the only fruit. И не потому, что это один единственный, и больше других не будет. Because if the first fruit tastes good, the rest of the fruit's going to taste good. Если первые плоды будут вкусные, это значит будет, что и последующие все будут вкусные. The first fruit is God's way of guaranteeing that the full harvest of fruit is going to come out of that tree. Первый плод, он как гарантия того, что это дерево дальше принесет весь урожай, будет приносить дальше плоды. If you have no first fruit, если у вас не будет никакого плода первого, если первых плодов не будет, you have no harvest. Тогда у вас не будет урожая. Жатвы не будет. Jesus came across a fig tree one time that had no first fruit. Смоковница, на которой не было плода. Не было первого плода, никакого плода не было. You remember what he did? Вы помните, что он сделал? He cursed it. Да, он проклял. Он проклял ее. He cursed it. He spoke words of curse over that tree, and the next day, он провозгласил слово проклятия, и на следующий день, the next day when the disciples came out, на следующий день, когда подошли ученики, когда они вышли, they were surprised that it had wilted, dried up. Они были удивлены, потому что она засохла. Okay. Because a fig tree with no figs is useless. Потому что смоковница без смокв, она бесполезна. That's part of what he was saying to the peoples that came to Khabarovsk. Это было частью. Вот то, что я вам сейчас рассказал, я частично это тоже рассказывал людям в Хабаровске. But it's part of what he's saying to you, Vladivostok. Но есть также часть того, что он говорит и к вам, Владивосток. Okay? He says you represent a first. Он говорит о том, что вы представляете первенцев. Первое. I recognized that more than a year ago when the Lord sent me here for the first time. Я это осознал, когда меня Господь сюда где-то год назад первый раз привел. And he said from Vladivostok he would do several things. И он сказал, что из Владивостока он произведет несколько вещей. He said first he would release his sound through Vladivostok. Первым он сказал, что он высвободит свой звук на Владивосток. Владивостоку. All right? Now, I'm going to tell you, if you don't know it already, God never does anything significant in the earth without first announcing it with his sound. И если вы еще этого не знаете, то знаете, что Бог никогда ничего не делает значимого, прежде чем Он не издаст звук для этого. And when God prepares a shofar in a land, и когда Бог приготовляет шафар на землю, it means he's getting ready to go throughout that land and release that sound and announce to the earth, the animals, and to the people that he's ready to move like no other. Что он объявляет этим звуком, что по всей земле, всему народу и всем животным, что он приготовляется к тому, чтобы двинуться по этой земле. Now, let me tell you something, Vladivostok. Я скажу вам кое-что, Владивосток. You are God's shofar Вы Божий шафар in the land we call Russia. в земле, которую мы называем Россия. Now, I didn't say among just ethnic Russians. И я не сказал, что это среди этнических только русских касается. Okay. Это послание не к этническим русским. Я сказал земля. Because you see, God doesn't really have any regard for nations' political boundaries. Понимаете, у Бога, он не так сильно обращает внимание, ему нет никакого дела до границ, которое построило государство, которое есть на земле, построено государствами.
He's concerned about the land, У него забота о земле, the animals and the people and the plants and the о ecology that live растениях, there. об экологии, о животных и о людях. Because that's what he created. Потому что вот это он создал. Men formed boundaries and called it А by a люди, certain они name. образовали разные границы и назвали это все разными именами. Now, I've been all over parts of Russia. Я был в разных местах России. And like yesterday in Khabarovsk, И как вчера в Хабаровске, I met many people who are not ethnic Russians. я встретил много людей, которые этнически не русские. But they belong to the land. Но они принадлежат этой земле. And for many of them, God gave them, their people, their land. И для многих из них Бог дал их народ им, и дал им их землю. But Vladivostok, Но Владивосток God has appointed you. назначил Господь тебя, Он поставил тебя. Not appointed. Let's use a different word. Давайте He's другое chosen слово. you. Он избрал. Он говорит, другое слово, возьмем слово. He's Он picked you избрал. out of many places and peoples. Он избрал He's тебя из picked многих мест, you. из многих народов. Он избрал именно тебя. He didn't pick Moscow. Он He не didn't избрал pick Москву, St. не Petersburg. избрал Петербург. He picked Он you избрал тебя, to carry his sound. чтобы нести его звук. He picked Он you избрал тебя, to send forth to announce чтобы throughout выслать this land и чтобы провозгласить на всю эту землю, what he is preparing to do. что он готовится, что он готов сейчас начать делать. Okay? No, if you don't see this, you will miss what God is doing in Если вы you. этого не увидите, то вы пропустите то, что Бог будет делать. I take this from someone who knows. Я это взял от того, кто I know what знает, I'm talking about. Я просто знаю, о чем я говорю. Я говорю это, я знаю точно, о чем я говорю. Do you know I went nearly 30 years in a professional ministry? Вы знаете, я провел 30 лет в профессиональном служении, в полновременном. Thinking I was a pastor. That was my И все это title. время-то я думал, что я пастор, что это моя природа. I had earned degrees У that меня- gave me that title. И у меня есть определенные степени, которые позволили мне иметь этот титул. People had laid hands on me for that title. Люди на меня возлагали руки из-за этого титула. I had started churches in various places, Я one of them in начинал церкви в Russia. разных местах, в том числе и в России одну. But after more than 30 years of ministry, Но God после 30 finally с met лишним me. лет служения, в конце концов, наконец-то Бог нашел меня. And he told me who I was. И Он мне сказал, кто я был, кто я есть. He told me who he said I was. Он мне сказал, кто я, как Он это сказал. He said I was a shofar. И Он мне сказал, что я шафар. I've told you that before. Я уже вам это рассказывал. Okay? He said I was a shofar. Он сказал мне, что я был шафаром, что я шафар. Yeah, my life's never been the same since. С того времени вся моя жизнь изменилась. Она не осталась прежней. And when he sends me places, he sends me there on a first mission. И когда Он меня посылает в какие-то места, Он меня посылает туда для первой миссии, для совершения первичной миссии, To do first things. чтобы сделать первые вещи, For people he is picking out to do things first in a land. чтобы мне выбрать людей, которые будут первыми совершать работу в земле. To be first doesn't mean you have an exclusive right to something. Быть первым — это значит иметь эксклюзивное право на что-то. First means you're opening the door wide so that there can come in a fullness Первый — that это couldn't значит, come in что without the ты first. открываешь двери, через которые входит полнота, которая бы не могла войти, если бы первый эту дверь не открыл. Okay? And the Lord sent me here. И Бог послал меня сюда. If you'd have told me many years ago or even a year and a half ago I was going to go to Vladivostok, I would have said, what are you talking about? Если бы мне сказали несколько времени назад или даже 1,5 года назад, что ты поедешь в Владивосток, я бы сказал, о чем ты? See, I'd Говоришь. lived in St. Petersburg. Понимаете, я жил в Петербурге.
You know, it's kind of like the high mountain of Russian culture and history. Вы знаете, я жил в Петербурге, и Петербург — это как самая вершина высокой, высоченной горы российской культуры, русской культуры. Это гора, это вершина российской культуры, Петербург. And I have to tell you, I loved it. И я хочу сказать вам, должен сказать, я любил это. Я любил там. Every day I would leave my home. Каждый день я выходил из дома. And I would drive across Василевский остров. И я вел машину по Васильевскому острову. And I would go and I would drive past. I could see there the Peter Paul Fortress. И я проезжал, я видел там Петропавловскую крепость. I would cross the Palace Bridge. Я переезжал по мосту, дворцовый этот мост. Go over there, then drive down, see the palace, drive down Nevsky. Проезжал по Невскому, мимо дворца, смотрел на это все. And for the first 2 years of our ministry, we met in Onechkov Palace. What? Onechkov Palace. You met? Yes, that's where our church met. Дворец. То есть первые 2 года наша церковь встречалась вот в этом дворце. Аничкин дворец. Okay. Вот, простите меня, питерцы. We met in the Ничего не palace. знаем. We met in the palace. Мы встречались во дворце. Okay. Во дворце. Yeah, woo. Whoa. I mean, that's where Tsaroi Nikolai, that's where he lived. Это же где жил Николай II. Yeah. Wow. Yeah. Right there on Canal Fontanka. Прямо там вот на каналах Фонтанки. Yeah. Если я правильно сказала. Whenever someone would mention Vladivostok, И если бы кто-нибудь мне упомянул Владивосток, all I could think of was 11 time zones away. все, что для меня это значило, что это за 11 часовых поясов где-то. Все. But see, I was a pastor at that point trying to do something I thought was strategic. Но помните, что я в то время был пастором, который считал, что ему нужно делать нечто стратегическое. If you're going to do something in the world strategic, you got to go to the strategic spots. And one of the most strategic spots in Russian history is St. Petersburg. И если вы делаете стратегические вещи, то вам нужно быть в стратегических местах. И в России одним из стратегических мест является Санкт-Петербург. И вы поедете туда. And we were involved in developing several kinds of partnerships there. И мы там участвовали в разработке, в развитии нескольких партнерств. One of the partnerships that we tried to begin И одно из партнерств, которое мы хотели начать, was with the university that prepares all teachers for all of Russia. и это было партнерство с университетами, которые приготовляли учителей, преподавателей для всей России. The Pedagogical Institute. Педагогический институт. Yeah. See? Strategic. Видите, как стратегически все. Wow. Вау! Yeah. Vladivostok was not on my list. Владивостока в моем списке не было. All I could think is that it was on the far end of the Trans-Siberian Railway. Все, что я мог представить себе, это где-то там на конце Транссибирской магистрали. That's when I was a pastor. Вот тогда я был пастором. After I became a shofar, though, Но после того, как я стал шофаром, what God originally made me for, what He я когда created стал me to тем, be, кем меня Господь с самого начала создал, кем Он меня сотворил, I ended up going to places I had to look up on the map. я начал ездить по местам, которые мне нужно было проверять по карте, где они. Okay? They weren't places that historians presented as key places in Это the не были world. места, которые историки называли ключевыми местами. But when God puts His finger on the map, Но когда Бог свой палец клал, свой перст показывал на карту, all of a sudden, указывал вдруг, a place that had very little historical significance suddenly rises up to become one of the most significant places on earth. в этот же момент то, что казалось абсолютно не имело никакого места, никакого значения, вдруг эта значимость начинала подниматься и становилась очень значимым в истории местом. For those of you who live here in Для Vladivostok, тех из вас, кто живет во Владивостоке, God put His finger on you on the Бог map.
положил свой перст на вас, на карте, на ваш город. Okay? He's put his finger on you Он here на in вас. this place. Здесь, на этом месте, Он указывает своим пальцем на вас. Аминь. You know, you're the only people I know in Vladivostok. Вы знаете, что вы единственные люди, кого я знаю во Владивостоке? No, Нет, нет, нет. God didn't send me anywhere else. Бог меня больше никуда не посылал. And I'm not trying to make you feel good because I Я не think God пытаюсь вам sent me здесь here. польстить, потому что меня Бог сюда послал. But I want you to see Но я хочу, чтобы вы увидели, what God has gone to, what He's done to identify you. что Бог сделал, чтобы показать, чтобы идентифицировать вас. You Чтобы определить carry, вашу идентификацию, природу. Вы несете. He's appointed you Он to назначил carry вас, the чтобы sound нести звук, that He releases that который Он changes высвобождает, everything. и который будет менять все. He's appointed you to go throughout the land. Он назначил вас, Он поставил вас идти по всей земле. He's appointed you to go to other places in the Он world. назначил вас, чтобы вы шли в другие места в Европе. Whether it's Mongolia, В Монголию Tibet. или Тибет. You've been to Tibet, haven't you? Yeah. You got sent there, didn't you? You were sent there, right? Yeah. Yeah. Он мне See? спрашивает, ты, да, была в Тибете? Тебя туда посылали? Я говорю, ну да. If you go to the best tourist bureau in Если вы London пойдете- or in New York, Если вы пойдете в Лондоне или в Нью-Йорке по самым лучшим туристическим агентствам, they're not going to recommend that you go visit Ulaanbaatar. они вам не порекомендуют поехать посетить Улан-Батор. See, it's not on their map. У них на карте этого нет. Switzerland is. У них есть Швейцария, Yeah. Miami. Майами Other places like that. и вот другие такие. But God места. operates off a completely different map. Но у Бога, у него совсем другая карта. У него совсем другая карта. And on his carta, there's a finger pointing right to И Vladivostok. на его карте его палец указывает прямо на Владивосток. Okay? Аллилуйя! 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 You see, if you hadn't received that kind of identity from God, Khabarovsk would have never happened this weekend. Понимаете, если бы вы не приняли это в свою природу, если бы вы в своей природе не понесли этого, тогда бы Хабаровск никогда не стал тем, кем он стал. You saw the picture Вы of the видели people фотографии? holding up keys. Вы видели фотографии людей, они держали ключи. Видели? We Видели? Yeah, Ну, здесь, видели. вот там Yeah. вот, громче. We handed out what, 85 keys? 84 keys. Мы раздали 84 ключа. These were keys that had never been cut. И это ключи, которые никогда не были прорезаны. Это заготовки. Там And we нет- gave them to them for them to understand that they were the keys God was going to take to put into things that had been closed А мы to open раздали им, them чтобы up. они поняли, что они в руке Божьей, и что Бог их будет приготовлять и будет втыкать в дверь, которая должна быть открыта. Because you and I both know, Потому что мы с вами знаем, мы there с are вами things знаем, что taking есть place вещи, которые сейчас происходят throughout this land called на этой Russia. земле, которая называется Россия. There are things taking place that need to be locked up. Есть вещи, которые должны быть открыты, отперты. And there are things happening in this land, not happening in this land of Есть Russia, вещи, которые that need to be происходят на земле unlocked so they России. can happen. Которые должны быть отперты для того, чтобы они происходили на этой земле. Okay? I honestly believe that God never created this land that you call Russia. God never created this land to be frozen. По-настоящему я честно говорю, что я не верю, что Господь сотворил эту землю, которая называется Россия, таким образом только. No, He never designed it to be frozen. Она никогда не должна была быть сотворена вот такой холодной.
Она не предназначена была быть такой холодной, то, что называется Россией. Elephants used to live in Russia. В России жили слоны. Up in the north. Прямо на самом севере. When it got cold, they had to grow hair. Когда стало холоднее, тогда у них выросла шерсть. Go up there today, there's no elephants. Go up there today, there's no elephants. Выезжайте сейчас туда съездите, ни одного слона. Watch, the archaeologists will show you all this. Вам археологи все это скажут, покажут. Yeah. I knew a gentleman in St. Petersburg who was an artist, and he would carve А у меня objects. есть один знакомый, он художник в Питере, который вырезал по дереву. He would carve it out of the tusks И он of вырезал из elephants бивней in слона. Siberia. Бивня, elephants. Yeah, extinct elephants. Он вырезал вот на исчезнувших, наверное, мамонтов имел в виду. Mammoth. Да, он вырезал на бивнях мамонтов различные узоры. Okay? See, this land was not designed to be frozen. Понимаете, да, что эта земля не была предназначена, ее первичное сотворение не подразумевало такой холод. This morning we drove by the water out here, and you could see all the men out on the ice fishing in the ice. И мы сейчас ехали, когда мы видели, что там где-то по морю сидят рыбаки, они все рыбачат. Подледная рыбалка. See, when I lived in St. Petersburg, my flat, the next thing you would see out my bedroom window was the Finsky Zaliv. А когда я жил в Питере, из моего окна я открывал, и было видно Финский залив. And every year, when it got cold and that water froze over, you'd see somebody going out there on the ice. И каждый раз, когда наступала зима, наступали холода, всегда можно было видеть, что кто-то собирается и туда уже идет. Рыбачить. I called them penguins. Я их назвал пингвины. Okay. Most of them had a good share of vodka in them to withstand it. У многих из них было очень много водки с собой, чтобы выдержать это все. And you know what? Every year in St. Petersburg, 200 or 300 people would die fishing on the ice. 200 или 300 даже человек каждый год в Питере замерзают из-за льда. На льду замерзают. God never intended it to be frozen. Бог никогда не подразумевал для этой земли быть замерзшей. Do you realize that all of that happened after the time of Noah? Вы понимаете, что все это, вы осознаете, что все это произошло после времен Ноя? All the unrighteousness had covered the earth, and God said, I've had it. И вся эта неправедность, которая покрыла землю с того времени, Бог говорит, я ненавижу ее. And the earth was tropical. И земля, она была, тропический климат на ней был. One small place, the Garden of Eden, was like the whole earth. И одно место, сад Эдемский, вот такое, она была, вот как было в саду Эдемском, так было и на всей земле. Такой же климат был везде. But because of man's sin and God's judgment, the earth changed. Но из-за того, что человек согрешил, и Бог из-за Божьего суда, климат изменился, земля изменилась. I'd be saying this not to give you a lesson in И говорим мы это не для того, чтобы сейчас урок вам провести. in geography or По географии. science. Или по науке. I just want you to know that God made this land different than it now is. Я просто хочу до вас донести, что Бог сотворял эту землю другой, отличной от того, что вы видите сейчас. Because you see, when Jesus comes back, He's going to turn it back like it was. Потому что когда Иисус вернется, Он вернет ее к первому состоянию, какой она была раньше. Кажется, кому-то понравилось. Go tell the global warming scientists about that. Идите, расскажите это ученым глобального потепления. Эту новость. I'm telling you that because you got to see it. Я вам это говорю, потому что вам нужно это увидеть. The land called Russia, the Земля, people and которая the animals that are here, Россия и те животные и люди, которые здесь живут, are not like God created them to be. они не в том состоянии, какими их сотворял Господь, какими их сотворил Бог. You could say that for any place in the world. Вы то же самое можете сказать практически о любом месте в мире. Do you think that God created the Sahara Desert?
А вы что думаете, Бог сотворил Сахару пустыней? You look at the Sahara Desert, and below it, it's dark green where things grow. And above it, it's dark green where things grow. And right in the middle is a curse. Если вы посмотрите на карту Африки и посмотрите, где этот регион Сахары, вы увидите, чуть-чуть ниже очень ярко-зелено, чуть-чуть выше очень ярко-зелено, а прям посередине проклятие. Ничего зеленого. The hottest desert in the United States Самая тяжелая пустыня в Соединенных Штатах is the Mojave Desert in California. это Мохаве, пустыня Мохаве в Калифорнии. The hottest place А самая жаркая пустыня там is in the Mojave Desert, and it's called Death Valley. Самое жаркое место в этой пустыне называется Долина Смерти. And when you go right over a ridge of mountains from Death Valley into a further part of California, you'll go into where they grow more things than you can imagine. И как только вы пересекаете эту долину смерти, и вы дальше проезжаете в Калифорнию, там находятся плантации, где можно садить и выращивать просто все, что возможно только выращивать. Там растет абсолютно все. Такая плодоносная земля. You can see blessing and curse in the same place. В одном месте и благословение, и проклятие. The scripture says it shouldn't be that way. И Писание говорит, что так не должно быть. Indeed, it shouldn't. Да, действительно, так не должно быть. Which is why God put his finger on Vladivostok. Вот поэтому Бог и положил свой перст на Владивосток. And on you. И на вас. He says it's time for things to change like they were made to be. И он говорит, что пришло время вещам измениться, чтобы они вернулись в свое первое состояние, какими они должны быть. Okay? You hear what I'm saying? Вы слышите, да, что я говорю? Now, so he's raised you up like a first fruit. Он вас взращивает как людей-первенцев, как первый плод, как первых плодоносящих людей, народ. Okay. And I prophesied to your pastor the other day. И я на днях пророчествовал вашему пастору. That this is going to be one of the busiest years he's ever going to have. Что это будет один из самых занятых дней, годов в его жизни. And when I spoke that to him, I spoke it over you as well. Когда я ему это сказал, я сказал это всем вам. This is a year that God has prepared for you to go many, many places throughout the land called Russia. В который Бог приготовил для вас множество и множество мест по всей земле России. Okay? Because you see, you're a first fruit. Потому что вы первенцы, первые плоды. Along with the first fruit people of the land in Khabarovsk. Наравне вместе с теми же, кто в Хабаровске, первыми плодами там, первыми народами там. And God is ready to sweep across this land. И Бог будет нести эту землю. Он будет нестись по этой земле. To bring forth a harvest of righteousness. Чтобы принести жатву праведности. Okay? Now, whenever God does things like this, He's designed the earth to go in a particular direction. И когда Бог делает такие вещи, это значит, что Он определил для земли идти в определенном направлении. It always starts in the east. Всегда начинается на востоке. And it goes to the west. И идет на запад. Okay? Remember? Помните, да, об этом? Помните? When he was going to do his covenant with Abraham, right? Это его завет с Авраамом. Помните, да, что у него такое было? Where did Abraham start? Где начал Авраам? Vostok. На востоке. Okay? Да? And then he sends him west. И потом он его послал на запад. What about the sun each day? А что по поводу солнца каждый день? Where does the sun rise? Где восстает солнце? Vostok. На востоке. And then it sets in the west. И оно садится на западе. Okay? Do you see? That's the way He's made the earth. Вы понимаете, что таким образом даже земля сотворена так? So is it any surprise?
is it any surprise that God would start the move of his kingdom in the east and go to the west? Тогда разве удивительно то, что Бог начнет движение своего царства с востока и двинется на запад? No, Нет, это не удивительно. The earth turns this way. Просто вся земля, она таким образом и крутится. Now don't try to tell that to the west. Пожалуйста, западным это не говорите. Западу вот это не говорите, не пытайтесь. Because the west will tell you that everything starts here. Потому что Запад считает, что все начинается здесь. Okay? Right? Да? Да? That's what we do in the west. Вот мы так и делаем на Западе. And what we fail to realize И то, что у нас, то, что мы провалили понять, не поняли, не докумекали. we're in the place where things end, not where they begin. Что мы были в том месте, где вещи все завершается, а не начинается. Okay? We're supposed to be an expression of the fullness. И мы должны были быть выражением полноты. But if you look at things in the West, you'll see the West is anything but full. Но если вы сейчас посмотрите на Запад, то Запад является чем угодно, но только не выражением полноты. In fact, you'll find many of those lands in the West are hardened. На самом деле, в действительности вы увидите, что многие из тех мест на Западе, они затвердели, они окостенели. And you'll find that people there are, though there's supposed to be a fullness there, they're experiencing less and less. И вы увидите, что люди, народы, которые должны были бы переживать полноту, на самом деле они переживают все меньше и меньше и меньше. Okay? God starts in the east. Бог начинает на востоке и идет на запад. See, when I originally chose to, with a group of people, to come to St. Petersburg, Знаете, когда я в самом начале решил с группой людей приехать в Петербург, we chose St. Petersburg over Moscow мы избрали Петербург вместо Москвы, because we understood that in Moscow you had the muscle, потому что мы поняли, что в Москве у тебя должны быть мускулы, but in St. Petersburg you had the heart. а в Петербурге сердце. After all, it was the home to Pushkin. It was the home to Alexander Pushkin, Ну, в конце концов, там был дом Александра Пушкина, the one who defined the Russian soul. который определил русскую душу. Okay? I used to go to the cafe where he used to go. Я ходил в кафе, куда он ходил. I used to catch the metro at Cherny Rechka, which is where he had the duel when he lost his life. И я на метро ездил на Черную речку, где он в дуэли потерял свою жизнь. Remember, he married the woman who was considered the most beautiful woman in all of Russia. И помните, что он был женат на женщине, которая во всей России считалась самой красивой женщиной. And he lost his Первой life. красавицей He России. lost his life in a duel over her honor. И он потерял свою жизнь в дуэли за ее честь. We chose St. Petersburg because we thought of it as a strategic place. И мы выбрали Петербург, мы избрали его, потому что мы думали, что это стратегическое место. We thought if you could touch St. Petersburg, you could touch all of Russia. Мы думали, что если ты коснешься Петербурга, то ты коснешься всей России. It would be a great strategy if only it were true. Это была бы великая стратегия, если бы только она была верная. You have to see, God doesn't start in the West and move east. Понимаете, Бог не начинает на западе и не идет на восток. He starts in the east and he moves Нет, west. Он начинает на востоке и идет на запад. And notice what's in your name as И a, еще as a заметьте, пожалуйста, location. что в вашем имени. You are Vladi Влади, ваше имя Влади, Владей. Vostok. Восток. Okay? You're identified with the east. Вы уже полностью идентифицированы с Востоком. If things don't begin here, they don't begin. Если вещи не начинаются здесь, они вообще не начинаются. If the sun doesn't rise in Vladivostok, Если it солнце не doesn't встает во set in Владивостоке, St. Petersburg. тогда оно не сядет в Петербурге. Okay? Ну, Right? так и есть, правильно же?
if you don't release that shofar sound here, И если вы не высвободите звук шафара здесь, it won't be released there. он не будет высвобожден там. Okay? Have I made my point? Я донес свою мысль. Yeah, amen. Now, you remember my story about my fig tree, right? My fig tree. А вы помните про мою смоковницу, да, я рассказывал? Remember? You remember when I Помните, да? said about the first fruit? Вы помните, я говорила о первых плодах? You know, I was like God to my fig tree. Я был как Бог для своей смоковницы. Yeah, I had my hand on that tree. Я свою руку держал на смоковницу. But there were other creatures that had their eyes on it as well. Но там также были и другие существа, которые свой тоже глаз положили на нее. Okay? Now, here's what I'm going to tell you. Вот что я вам скажу. As a first, Как первенцам. as a fruit that guarantees so much more to come in many other places, Как первый плод, который гарантирует так многие вещи, что они начнутся в так многих других местах. there are creatures И есть также существа, watching you, которые смотрят за вами. and they want you. И они хотят вас. They want to consume you. Они хотят вас поглотить. They want to peck holes into you. Они хотят в вас понаделать дырок. They want to попрекать вас. ruin the harvest that will come. Они хотят уничтожить ту жатву, которая должна прийти. They want to see your branches cut off, dried up, and burnt. Они хотят, чтобы ваши мосты были отрезаны, сожжены, разрушены и сожжены. Isn't that an interesting analogy I used? Branches being cut off Разве не and интересная burnt. аналогия, которую я сейчас привел? Потому что мосты, Okay. они горят. Yeah. What I'm trying to help you to see, Вот this я хочу помочь вам, isn't что just a увидеть, random что это activity не просто какая-то случайная деятельность, где-то там of hooligans. что-то. It's not Хулиганов. hooligans. Это какие-то хулиганы. Нет, это не хулиганы. This has a demonic design to destroy this ministry that God is raising up as a first. Есть демонический план, по которому пытается он уничтожить то, что делает это служение, что делают здесь эти первенцы, что здесь начинается. I'm going to correct her Russian. Сейчас я ее русский поправлю. It's not just a plan. Это не просто план. Schema. Схема. That's what the scripture calls it. Ну да, у нас по-другому просто. Нам небезызвестны их умыслы. We say умыслы, not схема. Well, I'm going to use schema. I know what schema means, floor plan. Я знаю, что там But это, think я of буду it, говорить все равно схема. think of it Почему like буду говорить схема? a schema in a building. Ну, представляйте об этом, что это как схема в здании, да? It diagrams план. out all the floors, This all is the exactly doors. plan. Yeah, well, it's schema. Все равно будет схема. Ну, план здания. Ну, вы поняли. I was in, Не no, ходи туда. the English word is the exact same word, which means scheme. В английском языке в Библии употребляется слово, где небезызвестны его умыслы. Там говорится его схемы. This Схемы. is not something random. Схемы. И это нечто, не то, что такое случайное. This is a part of a comprehensive schema, plan, Это часть общего плана, общей схемы, between the devil проработанной схемы между дьяволом and the world system и мирской системой, designed to которая сделана для того, чтобы attack your flesh. атаковать вашу плоть. Okay? That's what it's designed to do. Вот для чего она сделана была. Каким образом она была сделана, для чего. See, your flesh really isn't your enemy. Понимаете, плоть, она на самом деле не ваш враг. But when you let the world system or the devil appeal to your flesh, it can become like an enemy within. Но если вы позволяете мирской системе или дьяволу обращаться к вашей плоти, тогда она становится врагом. Because you end up doing the things you don't want to do, you end up doing, and the things you want to do, you don't do. Потому что тогда вы то, что не хотите, делаете, а то, что хотите, не делаете. So there's a
scheme going on right now here in Vladivostok. Поэтому сейчас здесь, в Владивостоке, происходит определенная схема. The squirrels are watching the fruit. Белки, они наблюдают за плодом. Okay? And they're big fat squirrels. И они огромные толстые белки. And they want every piece of fruit. И они полностью хотят все плоды съесть. Now, I'm telling you, I'm serious about these squirrels. Я очень серьезно к этим белкам отношусь. I tried to develop my own war plan against the squirrels in my yard. Я вообще даже пытался всерьез разработать военный план против белок в своем саду. And I never could defeat them. И никогда не мог их поразить. So Никогда не получалось. do you know what I finally did? И знаете, что я в конце концов сделал? I cut down the tree. Я просто срубил эту смоковницу. No tree, no problem. Нету дерева, нет проблем. But also, no fruit. Ну и нет плодов. And I love figs. А я люблю смоквы. Okay? Ну, фиги. You see the point I'm making? Понимаете, да, о чем я? Okay? Your enemies Ваши враги are God's enemies. — это враги Бога. They want to see this tree cut down. Они хотят увидеть, как это дерево будет подрублено. They will surround you and Они they will будут- plunder you Они будут окружать вас и обворовывать, so that you bear no fruit. чтобы вы не приносили плода. They want to keep you from going anywhere. Они будут удерживать вас, чтобы вы никуда не поехали. Вообще никуда. Okay? But you're not here as a tree that's grown up wild. You're God's tree here. Но вы здесь не растете, как дикое дерево. Вы дерево Божье. Вы насаждение Божье. Okay? Because you've got to realize these birds and these squirrels are out there and they're keeping an eye on you. Потому что вам нужно осознавать, что эти белки и эти птицы, они вокруг вас, и они держат свой взгляд на вас. Они наблюдают за вами. See, this was what I appreciate about this tree. Вот что мне нравится, вот что я ценю в отношении этого дерева. You've been struck, but you haven't taken your own action. Вы были ударяемы, но вы не стали мстить. Okay. Вы не стали предпринимать своих действий Listen, в отношении этого. Послушайте. that fits right into God's plan. Потому что это прямо заходит ровно в Божий план. Because he says this, Потому что он говорит так. vengeance is mine. Он говорит, что мщение мое, I will repay. и я отомщу. Я отплачу. God's not going to shield you necessarily from their attacks. Бог не обязательно закроет вас щитом от их атак. Because we live in a world system Потому что мы that живем в мирской системе, infected by demonic thinking. которая пропитана, заражена демоническим мышлением. Okay? But he's ready to repay anyone who does. Но Он готов отплатить любому, кто это сделает. And to be twice struck by God is a whole lot different than being struck by somebody else. И когда вас Бог ударяет дважды, это ой, как отличается от того, как если бы вас кто-то из людей ударил или кто-то другой. And God doesn't care. He says wherever these attacks are linked to, that's what he will strike. И Он говорит о том, что с чем бы эти атаки не были связаны, и Он и туда ударит. Okay? That's what he's prepared to do. Это то, что Он готов сделать. Now, he's also prepared to do one other thing. И еще одну вещь Он готовится сделать. Because you see, this year he has his plan. Так как у Него на этот год есть еще и свой план. It's a plan he formed Это план, который Он сформировал before the world was created. до начала мира, до начала творения мира. And his plan is to begin to unfold his kingdom. И Его план начинает In this разворачивать Его царство на этой земле. Okay? So he started at the first place. И Он начинает в первых местах. Okay? Now, when God is ready to do that,
Когда Бог готовится это сделать, когда Он готов это сделать, when he's ready to move from east to west, когда Он готов прийти с востока на запад, and he's aware of all the enemies and their strategies, и Он прекрасно видит всех врагов и все их планы, все их стратегии. God's fully prepared Бог абсолютно готов полностью to move you through this process, to see it accomplished. провести вас через весь этот процесс, чтобы вы видели, как он завершится. Now, your assignment, one of your assignments in Одно из the ваших next заданий month на следующий месяц is to spend time looking at the book of Nehemiah. — это проводить время в книге Неемии. Nehemiah is very interesting. Неемия очень интересный был. He had a very dangerous position with the king of Persia. У него была очень опасная позиция в царстве Персии, в персидском царстве. That government, like most governments, there was always somebody trying to kill the king. Said that in that land, that time, there was always somebody trying to kill the king. Потому что в то время, в том царстве всегда был кто-то, кто пытался убить царя. And the easiest way to do that would be to poison the food or the drink of the Самое king. легкое было, если отравить еду или питье царя. So Nehemiah had the most high-risk job Поэтому у in Неемии была Persia. самая рискованная работа в Персии. He was the cupbearer of the king. Он был виночерпием царя. He tasted everything first before the king tasted it. Он пробовал все в начале первое, то, что должно было и пойти потом к царю, что должен был потом есть и пить царь. And if he ate something and he lived, the king would eat it. Если он что-то съедал и оставался в живых, тогда этот царь приходил и ел. So he was in a very high-risk position. Поэтому он был в очень высоко рискованной позиции, It gave должности. him close access to the king, И это давало ему очень близкий доступ к царю. but it made him vulnerable to Но all делало the его- things the king was vulnerable to. Но это его делало также и уязвимым ко всем тем вещам, к чему был уязвим царь. Now, in the ancient world at that time, Persia was in the east. И в то время Персия была на востоке, в древнем мире. And Nehemiah got a letter И получает Неемия письмо from one of his relatives от одного из израильтян, who was in the west, который был на западе, in Jerusalem. в Иерусалиме. You remember? Помните? See, I'm telling it this way so that you see some connections here. Я вам говорю то, чтобы вы сейчас увидели некоторые соединения. And things were a mess И там был беспорядок, там было все в in разрухе. Jerusalem. В Иерусалиме все было в разрухе. The city was destroyed. Город был разрушен, It had never уничтожен rebuilt. и никогда не восстановлен. It had no walls. И там не было стен. People couldn't live there. They were always vulnerable Люди не могли там жить, потому что они постоянно были уязвимы, to the открыты. animals and the peoples Открыты that для- wanted to prey on their fruit. Они были открыты для животных и людей, которые хотели взять себе их плоды, And all of a сделать sudden, их жертвой. И здесь вдруг Nehemiah, instead of being overwhelmed by the tragedy that was happening in вместо Jerusalem, того, чтобы убиваться по той трагедии, которая произошла в Иерусалиме, he быть таким realizes переполненным горем от этого, он осознает, he has in his hand the opportunity to do something that will turn their land around. он осознает, что в его руки пришла возможность, которая позволит его землю всю обратить. And he prayed to То, что там God, было. И он молится Богу. not because of the need, Не потому, что есть нужда, не из-за нужды он молился Богу. he prayed to God on the basis of God's covenant with that people and that land. Он молился на основании завета Бога с этим народом и с этой землей. See, that's the problem with most of us. In churches, we've learned to pray for needs. Вот эта проблема у нас у многих в церквях. Мы молимся за наши нужды. We don't Из pray. нужд. Когда есть нужда, мы начинаем молиться. Oh, God, help us, forgive us this, help Ой, us with Бог, that. помоги, прости вот это, помоги с этим. We'll do that. We all do it. Мы все так делаем, мы это будем делать. That's not how Nehemiah prayed. Но не так молился Неемия. Он не так молился. He called on God and his covenant. И он говорил: о, Бог завета. Он вызывал к завету с ним. He repented, Он покаялся. not for things he had done Не за то, personally, что он лично сделал, but things his people had done. но за то, что делал весь его народ. And then he called on God
И потом он призвал к Богу, воззвал к to Богу, fulfill his covenant oath to the land and the people. чтобы Бог исполнил свою клятву завета, которую он дал этому народу, своему народу. Okay? And God began to answer him. И Бог начал ему отвечать. You know what God did? Знаете, что Бог сделал? He gave him favor. Он дал ему благоволение. Favor. Благоволение. Usually, where I come from, we always talk about favor in terms of theology and theological definition. Обычно, когда мы в наших местах, мы говорим, когда о благоволении подразумевается определение теологическое. But here's what favor means. Но вот что значит благоволение. It means God's chosen you and he's on your side and you're Это значит, on что his side. Бог вас избрал, и Он на вашей стороне, а вы на Его. Okay? Did you ever play a game when you were a child Вы where когда-нибудь играли в игру, когда были ребенком? you would choose up teams, Когда вам нужно было выбрать себе команду. you know, and everybody would line up and you'd have someone who was choosing? И у вас были там, кто-то вставал в линию или как, и выбирали игроков. And if it was a sports team you were И если trying это to была do, спортивная команда, которую вам нужно было набрать, if you were the best athlete, you'd know they'd pick you first. и если вы были лучшим спортсменом, вы знали, что вас первым выберут. And then there was always some kid who was not a good athlete at all. И там же всегда был какой-нибудь ребенок, который абсолютно был плохой спортсмен. And he's the last one picked. Okay. И его обычно в конце концов выбирали, вообще выбирали, последним. Okay. God's picking you first. Но Бог выбирает вас в первую очередь, первыми. That's what his favor means. Вот что значит Его благоволение. And it means he's on your side. И это значит, что Он на вашей стороне. Аллилуйя.